Добрый день. С вами снова я, истинный голос России в потоке непроверенной информации. Только настоящие факты. Это вам не Russia Today. Это real life. Вы знаете, что там в мире произошло, пока вы спали? Ну или что вы там делали? Вы собирали тревожный чемоданчик в страхе перед моей красной кнопкой? Зря, кстати. Я не для того, так сказать, омолаживающие процедуры провожу, чтобы провести остаток жизни в ядерном бункере. Но переходим к главным новостям. Не все заняты Украиной в этом мире, к счастью. Есть немало противников антиковидных ограничений. Они называют себя «Конвой свободы» и ездят преимущественно на грузовиках по демократическим странам. Канада, Франция, теперь вот Бельгия. Ну понятно, в Брюсселе штаб-квартира Евросоюза и офис НАТО. Я бы, конечно, этот конвой приостановил еще на парковке. Сталина на вас нет, как говорится. Но и человеколюбивая бельгийская полиция теснила протестующих. Дальнобойщики недовольны введением ковидных паспортов или паспортов вакцинации. Называйте как хотите, суть одна. Чтобы работать, надо делать прививку. Справедливости ради, вакцинация действительно обязательна теперь почти во всем мире. А теперь к России. Вчера в городе Покрове Владимирской области в колонии номер 2 состоялось специальное выездное заседание Лефортовского суда. Судили заключенного Алексея Навального. Мы с коллегами обычно называем его пациент или немецкий пациент. А раньше вообще говорили «этот». Но для вас я сделал исключение. Навального судят по 2 новым делам. О мошенничестве. Он якобы присвоил себе пожертвования своих сторонников. И об оскорблении судьи. Он назвал ее жабой. Проводить суд в исправительной колонии новшество. Обычно для нового суда, даже если обвиняемый уже отбывает наказание, его привозят в суд, ведь по этому новому делу он пока еще не виновен. Для Алексея российское правосудие решило сделать исключение. Пойти ему навстречу. В прямом смысле. Ну, правда, только в прямом. Государственная дума Российской Федерации приняла постановление, чтобы обратиться ко мне, президенту России, с призывом признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также Госдума обратилась в МИД Российской Федерации. По словам депутата Вячеслава Макарова, сейчас на этих в общем, территориях с непонятным статусом, сейчас там проживает 773 тысячи российских граждан. Новых русских, так сказать. Эту инициативу уже поддержал глава Крыма. Ну, кто бы сомневался. Согласно гарантиям российской стороны в Минских соглашениях, самопровозглашенные республики не могут быть признаны независимыми. Между ними и остальной Украиной должен быть диалог в рамках единого государства. Россия не является стороной конфликта официально. Формально признание независимости ДНР и ЛНР означает денонсацию Минских соглашений. А неформально. Учитывая, что в Донецке и Луганске ходят российские рубли, российская военная форма, российская военная техника, российский гимн и российский флаг, в общем, я подумаю, что с этим делать. Напомню, ранее Госдума уже обращалась ко мне с просьбой официально поставить оружие в Донецкую и Луганскую области Украины. Я его проигнорировал. Пока. Во всяком случае. Канцлер Германии Олаф Шольц активно включился в наш российско-украинский кризис. Наконец-то. Да, если вы забыли, Ангела Меркель триумфально покинула свой пост. И меня. Без нее все не то, конечно. Так вот, новый канцлер посетил моего украинского коллегу Владимира Зеленского. Во-первых, Германия предоставит Украине новый кредит в 150 миллионов евро. Во-вторых,
Германия выражает Украине всяческую дипломатическую поддержку. И в-третьих, Германия выступает за выполнение Минских соглашений. В России, конечно, все надеялись, что дело ограничится касками. Германия обещала Украине 5000 касок. Сразу после Олаф Шольц прилетел в Москву. Во-первых, он оценил мой длинный стол. Во-вторых, я сказал, что так и быть. Рассмотрю ответ НАТО и США по гарантиям безопасности России. Ну а в-третьих, мы оба с канцлером Германии высказались против новой войны в Европе. Ну, на самом деле-то война уже есть, но это за скобками. И еще, Северному потоку-2 быть. Поговорили так себе, но газ в Европе будет. Кстати, вчера Wall Street Journal написал, что резко вырос экспорт сжиженного природного газа из США в Европу. Для Вашингтона отношения между Россией и Украиной стали поводом нарастить добычу, чего они, собственно, и хотели. Россия и Беларусь завершили совместные военные учения. На этом фоне российский рубль резко вырос по отношению к доллару и евро. Но вообще-то его падение прекратилось еще раньше. После моего разговора с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Посоветовавшись со своими министрами, на самом деле, нет, я решил, что войны пока не будет. Смотри начало программы. Наше Министерство иностранных дел на днях должно обнародовать заявление по дальнейшим шагам в рамках обсуждения США и НАТО гарантий безопасности России. Мы опубликуем свой ответ. Пусть все видят. Минобороны России заявила о возвращении военного контингента своих войск в места постоянной дислокации. Речь о тех самых войсках, которые стояли у украинских границ. Правда, мы тут же начали учение военно-морского флота в Сирии. Но это уже не так интересно. Ну, где Сирия, а где Украина? Означает ли возвращение моей армии ту самую деэскалацию, которую вы все так от меня ждете? Вообще, что вы ждете от меня? Сюрприз? Правильно. Встретимся завтра. Я вам все расскажу, обещаю. А пока у меня на связи Игорь Соловей. Он возглавляет в Украине Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. И, надеюсь, объяснит нам, как разгребать всю эту кашу, заваренную американскими пропагандистами по поводу атаки России на Украину. Здравствуйте, Игорь. Вы знаете, какая новая дата вторжения России в Украину? Называть точную дату чего-либо, тем более начала войны, неблагодарная работа для любого политика. Интересно, что даже в иудаизме есть запрет на название и определение точной даты прихода Мессии, ибо если этого не произойдет, то это вызовет у верующих разочарование. Поэтому я тоже не буду называть точную дату, не хочу вас разочаровывать. Ага, понятно. А известно ли вам, какой процент или количество депутатов Верховной Рады покинули Украину и вернулись? Повлияет ли поведение местных политиков на мнение избирателей о них? Судя по публикациям СМИ, из Украины уехало около 11 депутатов. Сколько из них вернулось обратно в Украину, пока неизвестно, надо спрашивать у пограничников. Но могу сказать точно, что отсутствие некоторых из них Верховная Рада не заметит, а нахождение во временной эмиграции других депутатов пойдет Украине только на благо. А вот про российских депутатов. Как вы считаете, они второй раз пытаются привлечь мое внимание к Донбассу? Был запрос на поставки оружия, теперь вот независимости республик хотят. Они понимают, почему я не отвечаю? Я не знаю точно уровень ваших взаимоотношений с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым, который, кстати, сейчас болеет и лежит в больнице. Но тут вариантов два. Первый. Либо он вам просто подыгрывает, дает дополнительные аргументы в ваших переговорах с западными партнерами, либо он вас просто подставляет, подталкивая к радикальным действиям.
А какова позиция Германии в российско-украинском кризисе, как его называют? И почему Шольц так долго ждал? Какие перспективы Северного потока-2? Поведение Германии сейчас напоминает поведение многих украинцев, которые пытаются пройти между капелек. Но дальнейшее развитие российско-германских отношений будет зависеть от того, насколько Кремль сможет заинтересовать их размером вознаграждения для отставных немецких политиков.